Ребят, всем здравствуйте! Сегодня я вам хочу запечатлеть прекрасный, идеальный результат и сказать о том, какая я молодец. Мне вот эту вот орхидею, получается, месяц назад, месяц, наверное, даже и неделю, дали на восстановление. В этом видео можете про нее конкретно посмотреть. Ребят, их было две. Одна была, ну вот, крайне тяжелая. Изначально, когда они ко мне пришли, то есть я их забрала на восстановление, я сразу хозяйке сказала о том, что неизвестно, как себя орхидея поведет, и, ну, так скажем, ответственности я за них не несу. Либо я их восстанавливаю, все будет хорошо, либо погибают. Потому что мы должны прекрасно понимать о том, что это живое. Оно в каком состоянии, вообще как оно поведет себя на новое место жительства, но об этом никто не знает. И та орхидея, она была до того слабая, она была до того обезвоженная. Листья напрочь все сухие. И когда я ее пересадила, конечно, возможно, случилась такая ситуация, что у орхидеи водный отек. Они начали листья желтеть. Постепенно, постепенно они начали желтеть, желтеть. И когда орхидея не получает долгое время воды, и вот прям ну, очень сильно морщинятся листья, попадает вода либо через корневую систему, либо через опрыскивание. Даже когда бутылку в воду ставишь, у них происходит водный отек. Она не справляется с тем количеством воды, которое ей даешь. Хотя я, конечно, все это знаю. И на орхидейке я старалась не лить воду прям там из душа на нее и литрами. Аккуратненько, постепенно приучала, но видно, не судьба, и вот такой у нее печальный исход. Ну, а у этой орхидеи давайте посмотрим, какой исход. Перед вами стоит две орхидеи. Это я так просто поставила, потому что у нас будет с вами пересадочка. А вот эта орхидея, она сегодня отправляется к своей хозяйке, и не записать, и не показать вам какие результаты я не могу. Сразу же опоры я ей убираю, но по причине того, что листья уже в хорошем нормальном тургоре. И содержать их вот так кверху смысла нет. Посмотрите, как расправилась. Какая красота, ляпота. Ну ладно. И, конечно же, главный момент, который люблю я, и думаю, вы тоже любите, это, конечно, рост новых корней. Вот они начинают прорастать. И с другой стороны, они также начинают прорастать. Идеально, не правда ли? И листик тоже продолжает свой рост. Корневая система внутри грунта, ну это я ее полила перед тем, как мне отдать, не портится, ничего не гноит, все у нее хорошо, все нормально. Пока вот здесь вот на корнях я не вижу нового роста, но тем не менее ничего страшного, думаю, что у хозяйки она уже адаптируется нормально, и все у нее будет хорошо. И вот у нее новый корень, крутила, вертела, нашла. И отдавая орхидейку, ну, сегодня, да, вот хозяйке, я понимаю тот момент, что мне не то чтобы жалко, но не дай бог, случится что-то с этой орхидеей, и она вновь по неопытности хозяйки начнет гибнуть, я просто ее приеду и заберу. Будет жалко весь мой труд, все то время, которое было потрачено на нее. Но ничего. Буду давать советы. Думаю, что хозяйка сможет с ней справиться, и все. И они подружатся. Вообще прекрасно, все идеально. Как будто новая. Как будто вот она только что пересажена. Я очень рада, сижу и улыбаюсь, очень довольна. Теперь можно без опасения ее отдавать. И давайте перейдем к моей орхидее, которую я решила, что просто хочу пересаживать. Начался сезон, начался тот самый период, когда орхидеи можно пересаживать. Вообще, по идее, орхидеи можно пересаживать круглый год. Но при том условии, вот, конечно, мои условия, именно этому я придерживаюсь. Я не говорю о том, что у вас прям обязано должно быть так. Когда есть хорошая растущая... Ай, водичка льется. Ладно, пусть лишнее выливается. Когда есть хорошая активная корневая, вот она, тогда можно пересаживать.
Здесь по периметру я, ну, тоже здесь нахожу местами, есть активная корневая. Конечно, если было бы процентов где-то на даже 50, то есть половина корневой, она активная, хорошая, тогда пересаживаем. Но если вы не боитесь, не переживаете, вот 2 корня тоже новых, можете пересаживать. По крайней мере, там у нее есть новый рост. Здесь я тоже вижу. Сейчас мы вскроем, возможно, тут еще будет больше роста. Но постоянно, вот я не знаю, меня смотрят. За моим каналом наблюдают. То ли так плохо смотрят, то ли как. И, кстати, листик новый есть. И постоянно вопросы. Когда пересаживать? Я все время про это говорю, а вопросов все равно остается масса. Видимо, так слушаете, видимо, так запоминаете. Обязательно увлажненный грунт, точнее мокрый, поливаю ее полностью. Ах, орхидейка. А видите, корни до того прилипли сюда, что прям кое-как вытянулись. И возможно, что я сейчас дернула вот этот корень, он был прилипший. Вы сами слышали. При посадке он начнет закукливаться. Ну, дай бог, чтобы он не портился, но такой момент тоже может быть, потому что нарушается виломен, и, соответственно, корень, он закукливается. Все полностью удаляю, все убираю, конечно, приятно, вот прям приятно в руке держать такой мощный ком у орхидеи с хорошей, нормальной корневой. Давайте вне камеры это все очищу и уже начинаем пересадку. Орхидейки сняла мох, отделила грунты. И вот такие вот посадки, в которые она изначально была, ребят, мне вообще нравятся. На момент адаптации. Это по типу закрытой системы, и корни, они в нем наращивают вообще идеально. Она получается, так, ну, насколько я помню, 8 месяцев она у меня здесь сидит. И вот такие хорошие, прекрасные результаты. Вот это все, что зеленое, это уже у меня нарощенное. А вот это, что, ну, такая желтая корневая система внутри, это ее старая, потому что она росла в мху. Она не видела света, у нее был плохой фотосинтез, и поэтому они вот таким цветом. И, ребят, вы вдруг, когда замечаете у своих орхидей зеленые корни, ну, понятно, нормально, а если желтые, начинают стричь. Вы представляете? И с такими я до сих пор сталкиваюсь. Мне вот фотографии скидывают и говорят: Лена, ой, корни плохие, ёперный балет. Я как вижу, мне сердце кровью обливается. Это вообще ужас, конечно. Все, что твердое, вот твердый, это хороший. А все, что пустотелое, вот такое вот, оно на ощупь полое, пустое, это все плохое. Вот такое плохое мы, конечно же, удаляем. И сейчас приводим корневую систему в красивый порядок. Вот они, корешочки такие изумительные, новые, нарощенные. Все конкретно осматриваем. Вот этот корень, ну да, он там от основания уже сморщинился. Проводим стрижку. Как-то мне сказали в комментариях: Лена, как вы вообще допускаете такие слова? Стрижка. Стричь можно там людей, животных. Ну ладно, какая разница, что я здесь делаю. Смысл понятен. Я думаю, что удаляю плохое. И сразу вот здесь вот, ага, чешуечку удалила, потому что вот он корешочек, я его тоже зачищаю там, ну, остаток корня. И вот так по всему периметру смотрим. Есть, конечно, местами пропавшие, но не критически. Вот эта вот часть пропавших корней, ну, ребята, это нормальный, естественный процесс, потому что бывает такое, корень от старости своей, он погибает, он уже не несет ту функцию орхидеи, которая должна быть. И все. Вот такая ситуация, смотрите, с корнем. От, ну, это ответвление у него идет. Вот здесь от основания, так скажем, от начала он плохой. Вот его видно, такой морщинистый. А далее даже целый корешище нарос. Вот это можно, конечно, зачищать, можно удалять. Я вот так оставлю. И много вот таких у нее корней, где тоже от основания вот он плохой, пустой. И если вы вдруг такое замечаете, ни в коем случае, ребят, не стригите.
Это нормальное. Ну, бывает тоже такое, что вот подгнивает, а потом за счет вот этой вот ниточки, за счет вот этой вот тяжа, они корни начинают прорастать дальше. Вот он, тяж. И я просто сейчас удалю то, что погибло. Остальное вот это все зеленое, твердое, оно, конечно же, пойдет в посадку. И корень не погибнет. Нет. Он будет жить и продолжать, и наращиваться. Вот сейчас выше у меня есть такой, пока счищала мох, его увидела, думаю, ну, чудо чудное, диво дивное. Так, смотрите, какой... А, вот он, корешочек. Вот ситуация такая, видите, он еще такой длинненький, ага, откуда-то там растет. И посмотрите, вот корень вот здесь хороший, здесь твердый, вот здесь уже мягкий, вот даже вот так снимаю. Вот оно плохое, гнилое. Давайте я его полностью очищу, чтобы вам было понятно, о чем я сейчас буду говорить. Вот так вот корешочек остается. И далее идет он тоже твердый, нормальный. А посмотрите, вот это видно, что он свежий. Он даже грунта никогда не видел. Это воздушный корешочек. А именно ситуация какая? Он растет вот из этой ниточки. Я, конечно, предполагаю, что изначально этот корень был весь полностью здоровый, и тогда только лишь успело что-то нарасти. Но ни в коем случае я это не удаляю. Вот именно в таком вот виде эти корни, они у меня пойдут в посадку. Все хорошее, нормальное. Корневую систему я привела в порядок. Она у меня вот такая. Идеально. И, так скажем, на радость любому архаману. Все мы любим, конечно, когда в орхидее вот все прекрасно. Все идеально. И сейчас мне нужно будет удалить у нее вот этот вот детородный листочек. Можно оставлять, конечно, а можно удалить. Все равно со временем в посадке он у нее отжелтит. Она всегда так бывает. Был еще один, но его уже нету. И для того, чтобы, конечно, заглубить, чуть пониже сделать мне посадочку. И они вот с легкостью. Вот если вот эти листья я сейчас начну рвать по неизвестным причинам, то будет тяжело. А вот эти первородные листочки, они вот прям идеально отрываются. Смотри, такая чернота у орхидейки на листике присутствует. Но, ребят, ничего в этом страшного нет. С какого места я ее сняла? Отсюда. Вот корень пропустила. Но, видимо, вот здесь вот был этот гнилостный процесс, и он уже давным-давно установлен. Ничего здесь залечивать мне не нужно. Шея хорошая, чистая. Сразу же хочу ваше внимание обратить именно на ствол. Вот посмотрите, это место. Там чуть пониже здесь. Казалось бы, тоже есть какая-то погрешность, и нужно что-то лечить, да, вот присутствует местами какая-то чернота, непонятно. Берем скальпель и все срезаем. Но нет, ребят, это нормально, потому что орхидейки, они растут в мху. Ничего здесь счищать мне не нужно, ничего здесь резать мне тоже не нужно. Видите, вот здесь вот в этом месте кажется черное. Я даже вот ради вас не буду ничего отсюда снимать и лишний раз травмировать орхидею. Все у нее хорошо, все у нее идеально, и ствол у нее нормальный. Если бы был какой-то гнилостный процесс, то и корни начали бы вот прям гнить, они прям портятся, прям чернеют, прям все. А здесь все спокойно. Орхидею я буду усаживать по типу закрытой системы. Почему? Потому что, ну вот вам нужно всегда, я говорю, подружитесь с орхидеей, узнайте изначально ее нрав и ее характер. Но вообще она была же изначально в мху, и мох это очень влагоемкий субстрат, и она в нем смогла выжить, смогла нормально расти. Значит, влагоемкие компоненты при посадке ей нужны. И также, почему закрытая система? Потому что это именно та система, которая постоянно подразумевает, что внутри грунта будет скапливаться огромное количество влажности. Ни в коем случае вот такую орхидею, которая растет в мху, нельзя усаживать в обычную сосновую кору, которая сухая, которая впитываемость не имеет вообще.
Иначе и засушите у орхидеи все корни, и она погибнет. Можно ее и в обычную посадку садить, и сделать ей отверстие внутри. У меня здесь отверстия нет. А можете именно по типу закрытой системы. Я люблю эту закрытую систему, потому что с поливом потом уже в будущем не заморачиваться не нужно. И обязательно должен быть дренаж. У меня именно керамзит крупной фракции в наличии, ребят, есть. Обращайтесь, прям хороший для дренажа. Вот так вот он выглядит. И давайте примерять, сколько же нужно мне самого дренажа. Вот, нужно убавить, потому что, видите, орхидея будет находиться на поверхности. И мне нужно, чтобы она сидела в уровень с горшком. Слой убавляем. Опять примеряю. Ну, конечно, она не на дренаже будет сидеть, но все равно сейчас села ниже. Далее обязательно в качестве аэрации, чтобы лучше всего циркулировал воздух, я именно укладываю ее на кокосовое волокно. Опять же, в наличии есть вообще все то, что вы сейчас будете видеть у меня в посадке, все препараты, все грунты, все есть у меня в наличии. Обращайтесь, почтой России могу отправить. И, кстати, насчет кокосового волокна, что хочу сказать, я его не промываю. Есть блогеры, смотрю, ой, моют, что-то там увлажняют. А я из пакета как есть, так и добавляю. И ничего, растут, нормально развиваются, даже тянутся именно к этому уровню, к этому слою. Вот так, хватает. На низ, небольшую часть коры можно насыпать, можно не насыпать. Здесь уже на ваше усмотрение. Это орхиата крупной фракции, 18-25 миллиметров. И теперь уже все. Усаживаю орхидейку. Все вот эти вот воздушные корни, их даже видно, они такие серые, отличаются по цвету от других. Обязательно заправляю. И даже те, которые растут кверху, как-то по другому росту, здесь уже изначально была когда-то трещина, я все равно, ребят, туда все сажу. Я не люблю вот эти щупальца, которые прорастают из грунта, но с другой стороны, воздушные корни у орхидей, они должны быть, вот прям должны. Это те корни, которые я называю про запас. А вдруг с ней что-то случится, а не дай бог корневая гниль. Но это когда уже потом в будущем в посадке они у меня начинают прорастать, эти корни. Я, конечно же, их никогда не заправляю. Если растут извне, так пусть и растут. И много раз именно воздушные корни выручали меня, ну и мои орхидеи. Бывало такое, что орхидея полностью, прям стопроцентно внутри грунта сгноила корешочки. И вот эти воздушные корни уже потом идут в посадку, и орхидея продолжает свой нормальный рост. И все корни я стараюсь так вот заправить туда вниз. Кто-то не хочет ложиться, сопротивляется, но мы заставим это сделать. И, конечно, старайтесь. Я всегда говорю о том, чтобы ваши корни, индикаторы роста, они находились у поверхности, чтобы вам в будущем было легко определить, что происходит с орхидеей. Вот эти два воздушных корня, которые растут наверх, я ни в коем случае не буду вот так поворачивать и гнуть их на излом, иначе сломаю. И тоже лишний раз зачем травмировать орхидейку. Все, вроде бы я ее усадила. Нет, я вот слой вот этого грунта уберу, потому что она у меня находится на поверхности. Не люблю я это делать. Мне нравится, когда она сидит сам слой в уровень горшка. Просто, значит, посажу ее на кокосовое волокно. И вот сейчас именно то, что я люблю и мне нравится. И посмотрите также по пространству. У вас горшок ни в коем случае не должен быть огромный. Это 1,2. Если бы я сейчас взяла 1,8, либо 1,5, это было бы для орхидеи много. Чем больше пространства вы даете внутри грунта для наращивания корневой системы, тем дольше они у вас могут не цвести. Изначально она заполоняет грунт корнями, а потом уже орхидейка будет цвести. Ну и все, теперь, конечно же, прокладываю орхиату крупной фракции. Это закрытая система. И внутри должна быть именно крупная фракция, ну либо даже
12-18 миллиметров тоже подойдет. Ни в коем случае ни 6-9, ни 9-12 мелкую нельзя. Должны быть воздушные прослойки, воздушные карманы. Почему именно кора для фаленопсисов? Корневая система у них должна дышать. Ни в коем случае это не должна быть земля. Не дай бог усадите в землю и все позагноите. Потому что в земле, конечно же, ничего не дышит. Нет вот этих карманов, которые очень нравятся орхидейкам. Именно сейчас вот в этот уровень думала, хотела взять мох. Да нет, зачем? У меня же есть кора, ее микрофлора, ее грунт. Обязательно, ребят, делайте именно вот так. И обязательно, ребят, берите в посадку ее грунт. Это либо мох, либо кора. Для наилучшей микрофлоры, когда старый грунт попадает в новую посадку, это же ее бактерии полезные, всякие разные, и в этом она привыкла жить. И тогда все прекрасно и идеально растет, и орхидейка практически не понимает, что и она поселена в новый дом, и никакого стресса. Ну, бывает стресс, но наименьшее. И сейчас у меня есть кокосовые чипсы, которые также можете приобретать. И я сюда в посадку их добавляю. Ой, ребят, орхидеи кокосовые чипсы тоже любят. Вот лично мои, именно там посадка, где есть чипсы, они растут изумительно. Чипсы, они как губка впитывают воду, а естественно фаленопсисы, они эпифиты, они это обожают. И вот этот вот тандем чипсов и орхидеи корневая ее вообще изумительно начинает расти. Вот сейчас я вижу, что у меня орхидейка заглубилась. Так я, здоровая, никогда не усаживаю. Можно, когда больные, для наращивания, а здесь ситуация у нас нормальная. Поэтому ее оттуда вытягиваю. И вот так. Продолжаю дальше засыпать. Опять же, корой крупной фракции. И я смотрю, что у меня в середине посадки образовалась пустота. Не нужно такого тоже допускать. Нужно максимально грунтом засыпать. И обязательно под ствол, под пупочку я укладываю именно кору. Кокосовые чипсы не нужно туда прокладывать, потому что они сильно впитывают, очень сильно. И можно загноить под ствол. Именно кору. Можете вот сейчас взять прям сухую кору, которая впитываемость не имеет вообще. Либо вот так вот орхиату. Сверху, ребят, я досыпаю орхиату фракции 12-18 миллиметров. Это не заключительный, заключительный будет мох. А почему мельче? Ну, чтобы также задерживала влагу внутри грунта. Можете полностью досыпать 18-25, ничего страшного в этом нет. Нормально все будет. И уже завершающим слоем это будет, конечно же, мох. Для того, чтобы он задерживал влагу, для того, чтобы он брал на себя все соли. И здесь вода не просто, а она с радифармом. Это антистрессовый препарат. Так как грунты у меня все сухие, за исключением мха и за исключением ее родной коры. Все остальное сухое. Сразу же у орхидейки там не случился стресс. Я именно делаю так, что в мох добавляю какие-то препараты. И по всему периметру закладываю. И вот такая изумительная, красивая посадочка у меня получилась. Мне понравилось. Орхидеи, думаю, тоже понравится. Мох, конечно, не касается шеи ни в коем случае. И вот так посадка будет выглядеть. Ребят, тоже хочу обратить ваше внимание. Видите, случился надлом у корневой системы. От этого никуда не деваться, и это неизбежно. В любом случае, вот такие надломы, они у вас будут. Поэтому, чтобы не случилось ничего плохого, мы полив совершать будем аккуратно. Также, ребят, я в дальнейшем буду за ней ухаживать. Ставлю на ее прежнее место, обязательно при хорошем освещении и, конечно же, естественно, полив. Все
очень много, даже процентов 50 зависит от полива. Это у меня закрытая система. И здесь мы видели, что происходит трещина, ну то есть корень ломается, либо микротрещины, которые мы не видим. Но в любом случае, когда начинаем дергать мох, вот эти микротрещины, они появляются. И полив необходимо совершать через сутки, либо через двое. Я, скорее всего, буду через двое, потому что мне особо не к спеху. И за двое суток орхидея в новой посадке ни в коем случае не погибнет, корневую систему не засушит. Фунгициды в полив лечения не даю. Корневая система хорошая. Если даже то, что было ранее на корнях, оно уже давным-давно исчезло. Но обязательно даю антистрессовые препараты. В моем это случае Радифарм. В наличии есть, обращайтесь. Если у вас нет Радифарма, можете использовать что-то свое. И каждые 3 полива даю Радифарм. 3 это будет максимально. И он нужен для того, чтобы орхидейка побыстрее, получше перенесла эту пересадку, и у нее не случился никакой стресс и там всякие заболевания, которые тоже могут быть. А именно сам полив будет погружением воды на 2/3. А 1/3 это вот я всегда горшки делю на 3 части. А 1/3 у меня остается не в воде. И таких полива, ну, тоже будет максимум 3. Потому что местами, кстати, корневая система там есть местами воздушные корни, и можно будет даже пролить. Но их не столько много, и это не основная часть, там не 100%. Можно будет и погружать. Думаю, что все понятно, думаю, что все интересно. Обязательно подписывайтесь на мой канал. Всем всего самого доброго. Всем пока.